Есть страны, для которых исторически основной зерновой культурой была рожь. Есть страны, где основной зерновой культурой всегда являлась пшеница. И есть страны, для которых основная зерновая культура – это рис. Прежде всего, это страны Дальнего Востока. Япония, Корея, Китай, вплоть до Индостана. Но самые интересные блюда с рисом возникли там, где у людей 6 дней в неделю была пшеница, и только раз в неделю, либо по праздникам, был рис. В этом случае к рису добавляли все самое лучшее. Но в Японии искусство приготовления риса довели до совершенства, так, как это умеют только японцы. Однако даже японцам, мне, Сталику Ханкишиеву, есть что сказать. Посмотрите на набор продуктов, которые сегодня перед нами на столе. Что сделал бы японский повар? Японский повар приготовил бы суши, а я, Сталик Ханкишиев, я приготовлю из этих продуктов как бы японский, как бы плов и как бы с применением японских технологий. Вот только с приготовлением риса шутить нельзя. Здесь надо действовать абсолютно по-японски. По-японски-то по-японски, но все-таки вы слушайте меня. Я кое-что о приготовлении риса знаю. В рисе немного разбираюсь. Мне еще, конечно, учиться надо. Но, тем не менее, я нахожу вот этот японский рис националь весьма приличным рисом. Именно для японских блюд, для корейских блюд, для китайских блюд. Почему? Во-первых, он идеального качества. Он чистый, в нем очень мало сечки. И у него есть одно очень важное для дальневосточной кухни свойство. Этот рис умеет быть липким, когда надо, и умеет при этом сохранять внутреннюю структуру. То есть, понимаете, липкий рис, но при этом не размазня. Как работать с этим рисом, я вас сейчас научу. Вот здесь у меня 800 грамм риса, а вот здесь ровно 1 литр воды. Если берете 400 грамм риса, половину пачки, то надо взять пол-литра воды. И этот литр воды я переливаю в казан. Это обычная пресная, хорошего качества вода, и мы ждем, когда она у нас закипит. Тем временем, посмотрите, вот чаша, в которую я буду замачивать и промывать рис. Здесь уже насыпано граммов 100 соли. Не спорьте со мной, так надо. А вот здесь у меня примерно 1,5 литра воды, которая имеет температуру 60 градусов. И именно водой температуры 60 градусов следует замачивать и промывать рис. Если бы это был рис твердых, пловных сортов, то я бы замачивал его минимум 30 минут. Но это мягкий рис, и его достаточно замачивать буквально 5 минут. Да вот размешали, чтобы соль разошлась. И посмотрите вот на рис. Крахмальная пудра, которая его покрывала, смылась, и оказывается, что зерна полупрозрачные, как жемчуг. Его теперь следует просто промыть в 6-7 водах, желательно теплой водой, и на этом подготовка риса окончена. Рис промыт, вода вскипает, и теперь мы должны переложить весь этот рис, замоченный, промытый, в кипящую воду. Я не люблю, когда в чашке остается хотя бы одна рисинка. Дело в том, что я знаю, каких трудов стоит вырастить рис. И оставлять его – это все равно, что хлеб топтать. Рис моментально начинает слипаться, поэтому, чтобы не образовывались комки, я несколько раз перемешиваю его и солю. Вот столько соли будет вполне достаточно. Это примерно половина столовой ложки. И вот рис начинает кипеть, и это означает, что нагрев надо убрать до минимума и накрыть казан достаточно плотной крышкой. Теперь рис должен простоять на плите 40-50 минут до тех пор, пока он не впитает в себя всю эту влагу. Как только он впитает в себя всю эту влагу, греть его дальше не имеет смысла. Разве что на втором этапе, который будет происходить уже вон там, на плите. Плита должна быть разогрета до определенной температуры. Опытным путем я выяснил, что оптимальная температура для приготовления продуктов непосредственно на плите 200-210 градусов. Лучок мы уберем на потом, грибы тоже уберем на потом. И давайте начнем с морепродуктов. Вот креветочки я бы насадил на шампур. Понимаете, либо по одной их переворачивать, либо сразу гуртом. Точно так же и гребешки. Пусть жарятся всей бригадой.
Многие могут спросить меня, а как же нам готовить, если у нас нет такой плиты? Берите большую сковородку, и на современных электроплитах температура регулируется гораздо проще, чем при помощи дров. Посмотрите, вот масло. В этом масле у меня лежит давленный чеснок. Масло уже пропиталось чесночным вкусом, и я считаю, что это хорошо. Берем немного масла и наливаем прямо на плиту. Шпателем распределяем масло по всей плите, там, где будем жарить. И все, начинаем готовить, почему бы и нет. Старайтесь прижимать лопатками продукты к плите, чтобы площадь контакта была как можно больше. Смотрите, я поднимаю, а вот здесь к плите уже немножко пристал белок. Вот этот белок сразу же надо соскрести, иначе потом на этом месте все и будет пригорать. Солить, перчить, не забывать. И со второй стороны посолить, и со второй стороны поперчить. И убирать, держать плиту в чистоте. Креветки, я полагаю, что уже вполне готовы. Дольше их жарить уже нельзя. Убираем их в теплое место. И гребешки готовы. Ну все, никакой Гордон Рамзи не заругает. Гребешки пожарены ровно так, как надо. Почистить плиту. Подливаем свежее масло. На этот раз обычное масло, не чесночное, потому что я на этом масле буду жарить перец. Переворачиваем, даем немножко прогреться и со второй стороны. Теперь вот что. Придерживаем вилочкой и прямо здесь, прямо на плите нарезаем перец на ломтики. Ну вот и перец готов. Японские грибочки. Посмотрите, их прям вот так вот. Грибам немного соли, грибам немного чесночного масла и грибам немного соевого соуса. И вот эта крышка у меня не зря здесь стояла. Накрываем. И теперь минуточку внимания. Я объявляю конкурс на лучший комментарий. Тот комментарий, который соберет максимум лайков, будет объявлен победителем через неделю. И автор этого комментария получит в подарок от меня вот эту книгу, которая называется «Плов», с моим автографом, с пожеланиями всего наилучшего и, разумеется, приятного аппетита. Ну-ка, приоткроем крышку. Вот крышка не обязательно должна быть керамическая. Можно и любую металлическую, которая подойдет по размеру. Знаете что, ведь грибы уже готовы. Все вообще здесь происходит очень-очень быстро, буквально за минуту, за другую, не больше. Поливаем плиту чесночным маслом и начинаем выкладывать рыбку. Положили в одном ее месте, за хвостик держим и ведем по плите. Как бы собираем температуру и не даем нигде пристануть, чтобы она не пристала где-то к одному месту, не прилипла. Вот теперь уже все, теперь она спокойно ходит туда-сюда и не прилипает. Давай следующий кусочек. Положили и повели по плите, повели. Даем тем самым как можно скорее прижариться именно вот этой шкуре. Еще один кусок рыбы, форель. И повели. И повели. Не даем прижариться. Можно, пожалуй, что добавить немного масла. Пора бы рыбу посолить. Хорошо бы рыбу и поперчить. Пора переворачивать. Ух ты! Еще раньше было пора. Зато вот это как надо. Ну ничего. Опыт – дело наживное. Я тоже умею далеко не все. Я тоже чему-то учусь еще и сейчас. Как вот этот первый ломтик, первый кусочек. Я считаю, что нормально. Вот с той стороны зарумянин немножко сильно, а здесь ровно так, как надо. О, смотрите, красота. Красота, вне всякого сомнения. Вот здесь все пускай лежит. Еще раз чистим плиту. Наступает черед семги. Слишком много масла не надо. Этого достаточно. И вот этот кусок семги, я хотел рассказать вам о нем. Я клал его на 15 минут в сильный рассол. То есть вот буквально полстакана соли, где-то на 2 литра воды и на полстакана соли, полстакана сахара. Я не буду переворачивать семгу. Я поступлю наоборот. Я ее чуть-чуть полью соевым соусом сверху и накрою. Пусть она поджарится только с нижней стороны. Снимаем крышку. Смотрим, любуемся идеальным,
Вот здесь, наверху, у нее температура сейчас градусов 45. И клянусь, этого достаточно. Но вы же едите эту семгу вовсе сырой, когда это суши, да? Отлично. Ровно так, как я хотел. Все у нас готово. Осталось только приготовить рис. Для того, чтобы приготовить рис, я возьму немного этого зеленого лука. И теперь снова берем чесночное масло. Только на этот раз выливаем его на плиту прямо вместе с чесноком. Ага. Супер! Ровно 50 минут прошло с тех пор, как мы поставили этот рис. И рис вполне готов. И теперь мы его обжариваем прямо на плите. Вы видите, что происходит? Рис, который только что выходил из казана комками, вот смотрите, он не падает. Вот он прямо на глазах становится рассыпчатым. И он прямо на глазах покрывается весь маслом, да? Он пропитывается вкусом чеснока. И прямо на глазах он, по сути дела, превращается в плов. Потому что плов – это рис, приготовленный двумя технологическими операциями. Первая операция – это отваривание риса. И вторая операция – это промасливание риса и его пропаривание. Вот он у нас сейчас прямо здесь пропаривается. Вся лишняя влага из него исходит. И то, что было только что клейстером, постепенно превращается в глюкозу и воду. И эта вода, вот она испаряется. Видите же, пар стоит. Теперь мы к этому рису должны добавить то, что мы жарили до этого. Вот все эти грибы, перчики, весь зеленый лук, который мы нарезали. Креветки тоже пойдут прямо сюда, прямо в рис. Раз вот так вот вдоль палочки. С другой стороны вдоль палочки. Не забывать помешивать. Рис может и пригореть. Гребешки. Супер гребешки. Блюдо. Большое блюдо для плова. Рыба. Раз ломтик, два ломтик, три ломтик. Послушайте. Маленькое блюдо взял. Не поместится вся рыба. Поэтому осталось мне только что. Ну вот, разве что попробовать. Но пробовать, мои дорогие, я это не стану. Потому что я это сам придумывал. Сам готовил. И если я попробую и сейчас начну говорить «ах, как вкусно», то это будет выглядеть, по крайней мере, глупо. Я желаю вам больших кулинарных успехов и самое главное – крепкого здоровья и приятного аппетита.